Что может быть более шокирующим, чем момент, когда ребенок, которого считали пропавшим, вдруг осознает, что его нашли? Представьте, годы одиночества и страха, и вот перед тобой стоят люди, которые обещают вернуть тебя домой. Эти дети даже не надеялись на спасение, а их реакция, смесь ужаса и облегчения, переворачивает душу каждого, кто наблюдает за этим. Меня зовут Нокс, и сегодня я покажу вам самые эмоциональные истории воссоединения. Которые только можно представить. Но самую поразительную историю я оставил наконец. Подросток, потерянный на целых 10 лет, просто не поверил в то, что его нашли. Все это реальные истории, с настоящими слезами, страхом и счастьем. Готовы окунуться в мир реальных драматических спасений? Тогда начнем. В октябре 2021 года Австралия замерла, наблюдая за поисками 4-летней Клео Смит, которая пропала из палатки на кемпинге в отдаленной части Западной Австралии. Это был обычный день отдыха для семьи Смит, но 16 октября их жизнь перевернулась. В 6 утра Элли Смит, мать Клео, проснулась и поняла, что девочки нет рядом. Сначала она думала, что Клео просто вышла из палатки, но когда обыскала весь кемпинг, ее охватил ужас. Вызов в полицию был сделан незамедлительно, и началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Австралии. Полиция и волонтеры прочесывали местность, но ничего не находили. Прошел 1 день, затем 2, затем недели. В новостях показывали слезы родителей. Их отчаяние было видно на каждом интервью. По всей стране шли дискуссии, что могло случиться с маленькой девочкой. Была ли она жива? Где ее держат? Прошло 18 дней, и казалось, что шансов на ее спасение почти не осталось. Но затем, рано утром 3 ноября, полицейские ворвались в дом похитителя. Это был замкнутый мужчина по имени Терренс Келли, который прятал девочку у себя. Клео сидела в комнате, тихо играя с игрушками. Когда ее нашли, ее реакция поразила всех. Она просто сказала: «Меня зовут Клео», как будто за последние дни не случилось ничего необычного. Ее спокойствие было ошеломляющим, как будто она знала, что ее обязательно найдут. Это был момент, который всколыхнул всю страну. Родители, которые были готовы к худшему, не могли сдержать слез радости, обнимая свою девочку. Момент воссоединения стал символом для миллионов людей, наблюдавших за этой драмой. Местные жители украсили город воздушными шарами и плакатами, поздравляя семью Смит с чудесным спасением. Сентябрь 2024 года. В штате Огайо, США, развернулась масштабная операция под кодовым названием Homecoming, которая навсегда изменила судьбы десятков семей. В течение нескольких недель правоохранительные органы совместно с волонтерами и частными детективами искали 32 пропавших ребенка. Некоторые из них пропали совсем недавно, другие были похищены годами ранее. Один из самых трогательных случаев произошел с 12-летней Лили, которая пропала из собственного дома 2 года назад. Ее похитил мужчина, с которым она познакомилась в интернете. В течение 2 лет она жила под постоянным страхом и контролем, не зная, удастся ли ей когда-нибудь вернуться к семье. Когда полиция ворвалась в дом похитителя, Лили едва поняла, что это спасение, она не верила своим глазам. В этот момент девочка, которая была разлучена с родными на 2 долгих года, Впервые за долгое время почувствовала, что ее жизнь снова принадлежит ей. История Лили – это лишь одна из 32 историй в рамках операции. Еще один мальчик, Майкл, был найден спустя 3 года после похищения. Он был увезен в другой штат и жил с похитителями, не осознавая, что его ищут. Когда его воссоединили с матерью, ее крик радости можно было услышать на всю округу. Этот момент стал точкой отсчета для всех детей, которые наконец-то поняли – они вернулись домой.
Шантель Маклафлин была похищена летом 2022 года, когда мать оставила ее на несколько минут в машине, чтобы зайти в магазин. Это была обычная поездка за продуктами, но в одно мгновение жизнь матери Шантель изменилась навсегда. Вернувшись к машине, она обнаружила, что ее дочери нет. Паника охватила ее мгновенно. Она вызвала полицию, которая незамедлительно начала поиски. На счастье, один из случайных прохожих заметил, как незнакомый мужчина, прижав маленькую девочку к себе, спешно покидал парковку. Примечательная деталь, которая помогла найти девочку. Яркая игрушка, которую Шантель держала в руках. Благодаря этому описанию, полиция быстро вычислила направление, в котором двигался похититель. И уже спустя 4 часа Шантель была найдена в пригороде, спрятанной в заброшенном доме. Когда полиция привела девочку к ее матери, Шантель едва поняла, что произошло. Она была напугана, но как только увидела знакомое лицо, ее маленькое сердце забилось быстрее. Она кинулась в объятия матери. Perfect. Этот момент стал для их семьи самым важным в жизни. Мать Шантель не могла поверить, что все закончилось так быстро. Она вспоминает этот день как самый страшный и одновременно самый счастливый момент своей жизни. В 1991 году 11-летняя Джейси Ли Дюгарт была похищена по дороге в школу около южного озера Тахо, штат Калифорния. Она исчезла в одно мгновение. В машине с незнакомым мужчиной и женщиной, которые увезли ее в неизвестном направлении. Ее поиски продолжались годами, но никаких следов так и не было найдено. Прошло 18 лет. В августе 2009 года Джейси была найдена, и ее история стала одной из самых поразительных в США. ее похитители Филипп и Нэнси Гарридо держали ее взаперти во дворе своего дома, в специально построенной палатке, где Джейси родила 2 детей от своего похитителя. Живя в постоянном страхе и изоляции, Джейси смирилась с тем, что никогда не вернется к семье. Ее спасение стало случайным. Полицейские заметили странное поведение Гаррида с 2 девочками и решили провести проверку. Когда Джейси, тогда уже 29-летняя женщина, впервые за 18 лет увидела настоящих полицейских, она долго не могла осознать, что этот момент – реальность. Она была спасена. Ее первая встреча с матерью была невероятно эмоциональной. Джейси не могла поверить, что ее кошмар наконец-то закончился. Это была не просто встреча с родными. Это было возвращение к жизни после почти 2 десятилетий страха и ужаса. Элизабет Смарт была похищена в 2002 году, когда ей было всего 14 лет. Это произошло в ее доме, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Ночью, когда все спали, мужчина по имени Брайан Дэвид Митчелл проник в дом и угрожал девочке ножом, заставив ее покинуть спальню и уйти с ним. Get out of here. Он увел ее в горы, где вместе со своей сообщницей Вандой Барзи держал Элизабет в плену на протяжении 9 месяцев. Для ее семьи это было время ужаса. СМИ широко освещали ее исчезновение, и родители не прекращали поиски, организуя пресс-конференции и раздавая листовки. Весь город был погружен в эту трагедию, тысячи людей присоединились к поискам. Но несмотря на все усилия, Элизабет оставалась пропавшей, и с каждой неделей надежды становилось все меньше. Элизабет подвергалась физическому и психологическому насилию, жила в страшных условиях и была вынуждена скрывать свою личность. Однако через 9 месяцев, 12 марта 2003 года, все изменилось. Элизабет была случайно замечена на улице с Митчеллом и Барзи. Благодаря гражданам, которые узнали ее по многочисленным фотографиям, полиция быстро отреагировала и задержала похитителей. What are you talking about, man? Момент ее спасения стал настоящим шоком для самой Элизабет. Она едва могла поверить, что ее мучения закончились. Встреча с родителями была наполнена слезами радости. Для ее семьи этот день стал самым важным событием в жизни. Элизабет смогла вернуться домой, где ее так долго ждали.
Исчезновение маленькой Мэдлин Маккан в 2007 году стало одной из самых резонансных и загадочных историй последних десятилетий. Мэдлин исчезла из апартаментов, где ее семья отдыхала на португальском курорте Праia-да-Луж. Ей было всего 3 года. Ее родители, Кейт и Джерри Маккан, ушли ужинать с друзьями, оставив Мэдлин и ее младших братьев-близнецов спящими в номере, находившемся всего в нескольких метрах от ресторана. Когда они вернулись в номер, Мэдлин пропала. Родители немедленно подняли тревогу, начались поиски, которые со временем превратились в одно из самых громких дел о пропавших детях в мире. Поиски охватили всю Европу, но никаких следов девочки найдено не было. Прошло более 16 лет с момента ее исчезновения, но надежда на ее нахождение не умирала. В 2021 году в этом деле появились новые зацепки. Следственные органы Германии заявили, что ведут расследование в отношении человека, подозреваемого в похищении Мэдлин. Эти новости возродили надежду для ее семьи. Джерри и Кейт Маккан не прекращают надеяться, что когда-нибудь смогут увидеть свою дочь вновь. История Мэдлин остается символом боли и неразрешенности, ведь девочку до сих пор не нашли. Но она также напоминает о том, что даже после стольких лет родители не теряют надежду. Для них каждый день – это ожидание того самого момента, когда они снова смогут обнять свою дочь. История Камии Мобли – это необычайный случай похищения новорожденного ребенка, который длился почти 18 лет. Камия была похищена из роддома во Флориде через несколько часов после рождения женщиной, которая выдавала себя за медсестру. Ее биологические родители, Шенара и Крейг, пережили шок и годы неизвестности. Для них этот день стал кошмаром, который, казалось, никогда не закончится. Камия росла, не зная, что ее мать, Глория Уильямс, на самом деле была ее похитительницей. Глория воспитывала Камию как собственную дочь, и Камия не подозревала, что ее настоящие родители все это время продолжают искать ее. Все изменилось в 2017 году, когда Камия, которой на тот момент было 18 лет, узнала, что ее жизнь была ложью, когда она решила сделать ДНК-тест. Это стало настоящим потрясением как для самой Камии, так и для ее родителей. Когда она впервые встретила Шенару и Крейга, это был момент глубокого шока и радости одновременно. Камия вдруг оказалась между двумя мирами. Миром, в котором она жила и любила женщину, которая вырастила ее, и миром, в котором ее настоящие родители ожидали ее с нетерпением. Воссоединение Камии с биологическими родителями было болезненным, но и наполненным надеждой. Карлос Санчес был похищен, когда ему было 7 лет. Come on now, dog. Он провел долгие годы вдали от своей семьи. Похитители увезли его в другой штат и заставили жить под ложной личностью, не давая ему возможности связаться с родными. Для Карлоса эти годы были наполнены страхом и изоляцией. Ему говорили, что его родители больше не ищут его, и мальчик почти смирился с этой мыслью. Но все изменилось, когда один из учителей обратил внимание на то, что Карлос выглядел слишком подавленным и скрытным. Его подозрения привели к тому, что полиция начала расследование. I don't think you have the facilities for that, big man. Вскоре выяснилось, что Карлос – это на самом деле мальчик, который числился пропавшим на протяжении 10 лет. Когда Карлоса воссоединили с его семьей, он едва мог поверить в происходящее. Он не видел своих родителей с того момента, как был похищен, и первое время он не мог понять, как все могло измениться так внезапно. Его семья, потерявшая его на долгих 10 лет, наконец-то могла снова обнять своего сына. Этот момент стал для них началом новой жизни. Джеймс Чун был похищен в возрасте 5 лет в одном из торговых центров Сингапура. Его родители отвлеклись буквально на несколько секунд, и этого было достаточно для того, чтобы похититель схватил ребенка и исчез в толпе. Для его родителей
Это был момент абсолютного ужаса. Ребенок исчез на их глазах, и они не могли ничего сделать. Полиция немедленно начала поиски, и благодаря камерам наблюдения удалось отследить путь похитителя. Спустя несколько часов Джеймс был найден в машине, которую похититель собирался угнать. Когда его родители увидели его, они не могли сдержать слез. Мальчик был в безопасности, но он едва понимал, что произошло. Wow. Этот день стал для них одновременно трагическим и триумфальным. Они чуть не потеряли своего сына, но в тот же день вновь обрели его. Эти истории показывают, что даже в самых сложных ситуациях нельзя терять надежду. Пропавшие дети могут быть найдены даже спустя годы разлуки. Каждая из этих историй уникальна, но все они наполнены невероятной болью, терпением и радостью воссоединения. Если вы тоже любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в Telegram. Бот по ссылке в описании. Буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр.